Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я вам покажу стрижку на длинные волосы. Но кто у меня подписан и смотрит мои видео, помнят, как я выписала этот манекен. Я его накрутила, показала, что очень хорошо поддается накрутке. Но для того, чтобы сделать какую-то стрижку, я помыла волосы, но волосы остались волнистые. И поэтому я сначала выпрямлю утюжком, ну а потом приступлю к стрижке. Обязательно перед выпрямлением я сбрызгала волосы специальным средством для выпрямления волос. Ну, для того, чтобы хоть это и искусственный волос, ну, чтобы не так сильно его повредить. Температура утюжка 180-190 градусов. Очень хорошо выпрямляется. Волосы не путаются, сразу скажу. До этого у меня был манекен, но я его вообще не стригла, он у меня просто стоит. Волосы путаются, но очень длинные, искусственные, но очень сильно путаются. А эти волосы не путаются, они мягкие и такие вот, ну, поддающиеся всему, и накрутке, и выпрямлению, и также всяким разным манипуляциям, которые вы будете выполнять с волосами на манекене. Кто захочет выписать себе для причесок манекен голову, ссылочка в описании. Цена этой головы 1975 рублей. Но я себе еще выписала вот сегодня буквально, теперь буду ждать, за 27 долларов и 44 цента с темными волосами. С темными волосами 100% натуральный волос. Вот как придут, ссылочку тоже я оставлю внизу под описанием. Очень хорошие отзывы. И вроде как волос действительно натуральный. У меня к вам просьба, если вам не трудно, не пропускайте, пожалуйста, рекламу. Потому что с рекламы мне капают хоть какие-то денежки. Хотелось, конечно, компенсировать эти затраты, которые я покупаю, вот эти манекен-головы для показа вам стрижек. Итак, начнем. Перед вами схема стрижки разделения волос на зоны. Вы видите теменная зона и затылочная зона на две части. Это вид спереди. По лобным выемкам мы выделяем теменную зону и височные зоны от уха до уха. Вид сбоку, теменная зона, височные и затылочная зона. Стрижку начинаем с височной зоны, или слева, или справа. Вертикальным пробором вычесали прядь, вычесали ее на лицо и параллельно пробору делаем срез. Длину определяем по желанию клиента. Первый срез сделали, и эта прядь будет контрольной. Затем параллельно этого пробора вычесываем следующую прядь вертикальным пробором, подчесываем контрольной и срезаем. И так стрижем, вычесывая вертикальными проборами пряди, подчесывая контрольной и срезаем. Так стрижем всю височную зону. После того, как простригли височную зону, приступаем к затылочной зоне. Вертикальным пробором вычесали прядь и, ориентируясь на последнюю срезанную с височной зоны прядь, срезаем ровным срезом, срез параллельно пробору. Это будет прядь контрольная. Затем вертикальными проборами вычесываем следующую прядь, подчесываем в этом же направлении контрольной и на уровне КП срезаем. И так стрижем, подчесывая каждую последующую прядь контрольной до середины затылка. Аналогично стрижем другую сторону. Сначала височную и затем затылочную зону. После того, как простригли левую и правую височную зону, приступаем к теменной зоне.
Полностью вычесываем теменную зону на лицо. Вот так будет выглядеть сбоку. Полностью вычесали на лицо. И ориентируемся на первую состриженную прядь височной зоны. Срезаем либо ровным срезом, или пойтингом. Полностью, одним махом. Давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть на манекене. Вычесали, закололи теменную зону, височные зоны и затылочную зону на две части, на левую и правую затылочную зону. Освободили височную зону. Увлажнить нужно водой. И вертикальным пробором вычесали первую прядь. Вычесываем на лицо. Очень тщательно прочесываем. Захватываем между указательным и средним пальцем. И параллельно пробору делаем срез. Длина контрольной пряди будет где-то, ну, ниже плеч, может быть, или до плеч. Сразу хочу сказать, что искусственный волос, он для стрижки не очень подходит. Почему? Потому что, когда я его намочила, он прям выскальзывал у меня из пальцев. Хоть как ты их зажимаешь и расческой прочесываешь, прям волос становится такой скользкий и прям выпадает из рук. И поэтому неудобно, вот где-то, может быть, и будет провисать у меня, когда я буду вычесывать. Конечно, натуральный есть натуральный волос. Растригли первую прядь, затем параллельно пробора вычесываем следующую прядь и почесываем контрольной, на уровне контрольной срезаем. И так стрижем всю височную зону. Данная стрижка очень проста в исполнении, и эту стрижку может выполнить любой начинающий мастер, даже новичок, который и не стриг. Я думаю, что это самая такая распространенная стрижка, потому что в основном молодежь носит длинный волос. Они любят лесенку лица, каскадную стрижку, но коротко не стригутся. Хотя сейчас и модные короткие стрижки, особенно там пикси, каре, боб каре. Но все равно вот я замечала по своим студентам, которые у меня были, они все ходили почти с длинными волосами. И поэтому эта стрижка очень подойдет молодым девушкам, которые вот любят носить длинные волосы. Я всегда стараюсь показывать пошагово каждый шаг, как я выполняю, степ-бай-степ. И для того, чтобы вы могли где-то остановить видео, приостановить, простригли одну часть, затем другую, и так далее, и так далее. Также я и стараюсь показывать на схемах, чтобы вам было понятно. Если вы будете понимать схему, то вам будет понятна сама стрижка. Приступаем к правой затылочной зоне. Освободили волосы от зажима и вычесываем в таком вот направлении. Ориентируемся на последнюю состриженную прядь височной зоны. И уже ориентируясь на контрольную, срезаем. Вот контрольная. Видите, как волос прям невозможно его захватить, он прям выпадает. Можно частями. Вот верхнюю часть простригли, потом нижнюю вычесали. Так тоже удобно.
А те, которые простригли, они могут отпустить их, не обязательно держать. Последнюю прядочку взяли и дальше продлили срез. Ровный срез. Срез параллельно пробору. Эта прядь будет контрольной для затылочной зоны. Затем вертикальным пробором опять вычесываем следующую прядь. Почесываем ее контрольной. И на уровне КП срезаем. За счет того, что мы подтягиваем каждую последующую прядь контрольной, у нас следующая прядь будет немножко длиннее. И у нас затылочная зона получится в форме треугольника на удлинение. В середине будет самый длинный волос. Но еще называют, я слыхала, лисий хвост. Не знаю, почему лисий хвост. Похож, наверное, вот именно этот треугольничек. Сразу хочу сказать, что ножницы у меня такие не очень ходовые. Я их специально использую для искусственного волоса, потому что хорошие ножницы нужно стричь только волосы и больше ничего. Ну а здесь все-таки искусственный волос, и не хотелось бы использовать хорошие ножницы. Все, простригли височную и правую затылочную зону. Теперь мы приступаем к левой височной зоне. Длина височной зоны, вот мы ориентируемся на состриженную уже правую височную зону. Также вертикальным пробором вычесываем прядь, захватываем между указательным и средним пальцем и вытягиваем вот прядочку. И, ориентируясь на эту длину, срезаем, чтобы у нас была лесенка равномерная, что слева и справа. Срезали первую прядь. Это будет уже контрольная. Мы по этой пряди будем ориентироваться. Вот сейчас мы просто проверяем. Вот, правильный срез у нас, одинаковый. И вертикальным пробором вычесываем следующую прядь. И так подчесываем каждую последующую прядь предыдущей контрольной. И за счет тоже натяжения у нас получается от лица идет увеличение прядей к затылочной зоне. Простригли височную зону, приступаем к затылочной зоне. Затылочную зону правой стороны мы закалываем, чтобы нам не мешали при стрижке. И вертикальным пробором вычесываем первую прядь, ориентируясь на последнюю состриженную височную зону прядь, вот подтягиваем на эту длину, срезаем по этой пряди. И затем вертикальным пробором вычесываем следующую прядь, подчесываем ее к контрольной пряди и на уровне КП срезаем. И так стрижем, подтягивая каждую последующую прядь контрольной в одном направлении до середины затылочной зоны.
Ну а кто впервые на моем канале, меня зовут Татьяна. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите комментарии, пожелания. Я все комментарии читаю и стараюсь отвечать на все комментарии, на пожелания также. Просто не сразу получается сделать ту или иную стрижку, которую вы просите, но при возможности я обязательно сделаю и покажу. Потому что все-таки вот этот манекен, он сейчас длинные волосы, я потом другую стрижку покажу, там короче, вы сами видели, как у меня первый манекен был. Мне было его сначала жалко, а потом потихонечку начала стричь его, и в итоге вы видите, осталось еще только наголо подстричь. Ну вот, получилось у нас височные простригли, затылочные зоны. Вот так вот это выглядит. И теперь мы будем приступать к стрижке теменной зоны. Что мы делаем? Освобождаем волосы, также увлажняем, вычесываем их на лицо. И, ориентируясь на височные зоны, срезаем либо прямым срезом или пойтингом. После завершения стрижки волосы можно профилировать. Ну, кому помог этот мастер-класс, пишите. Мне очень будет приятно. Я желаю всем удачи, успехов, ну и, конечно, здоровья.